Полноразмерные наушники от бренда Anker Soundcore с гибридной технологией активного шумоподавления, режимом прозрачности, сертификацией HRS Audio, временем автономной работы до 60 часов, почти трое суток, на одном заряде наушников и до 40 часов с включенным режимом активного шумоподавления, поддержкой мультипоинта до 2 устройств, удобной эргономикой, качественными материалами и поддержкой фирменного приложения. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Live Q20i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной упаковке от Soundcore, на коробке есть название и краткие характеристики модели. К слову, на канале вы уже видели обзоры на Anker Q20 и Q20+, и не только. Я стараюсь обозревать все модели от Анкеров, потому что плохого этот бренд у наушников в принципе не делает. В комплекте с Q20i мы имеем кабель для зарядки с USB-C, ауксовский кабель на 3,5 мм, вес наушников небольшой, 242 грамма, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого я еще пытаюсь iPhone 15 на Новый год разыграть, нам надо набить 5000 лайков на ролик, по ссылке в описании 3300 уже набили, так что прожимаем лайк и участвуем. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к наушникам. Полетели. У меня на руках модель в темно-синей расцветке, также по всей видимости есть черная расцветка, ее я в продаже правда не видел на Али. Если сравнивать с Q20 и Q20+, то она является обновленной версией 2023 года. И что, как по мне, очень важно, так это наличие разъема Type-C для зарядки, а не micro-USB, как в Q20. Тип наушников полноразмерные, закрытые, дизайн устройства от двух остальных моделей не особо отличается, но то, что бросается сразу во внимание, это глянцевые логотипы на чашках с тиснением, а также на оголовье есть надпись Soundcore с тиснением, и весь функционал для управления переместили на правую чашку. Основная часть выполнена из матового пластика, также есть глянцевые небольшие вставки на оголовье, сборка неплохая, но некоторые части скрипят при нажатии на них, при этом все в пределах нормы, учитывая стоимость и учитывая, что я их уже гонял месяца 3. Раздвижной механизм с 12 ступенями положения для регулировки размера стандартно выполнен из алюминия и пластика. Внутри оголовья есть мягкая вставка из поролона, но оголовье жестковатое. При длительном использовании наушников появляется легкий дискомфорт. Чашки складываются, и это очень удобно. Чашки регулируются в разных положениях, посадка подойдет большинству пользователей, как взрослым, так и подросткам. Амбушюры выполнены из эко-кожи, они имеют эффект памяти, качество амбушюр хорошее. Посадка данной модели практически такая, как и в остальных двух моделях, только по весу есть отличие. Амбушюры не давят при длительном использовании в помещении с комнатной температурой, уши не потеют, что не скажешь про использование на улице в жару. Сила зажима умеренная, при наклоне головы они не слетают, но заниматься активными видами спорта с ними я бы не советовал. Пассивная шумоизоляция средняя, на шее носить наушники можно без проблем. На правой чашке находится разъем Type-C для зарядки, как я уже говорил, разъем на 3,5 мм для использования данной модели по проводу и 4 механические кнопки из пластика без прорезиненной поверхности для управления. Из команд на борту включение-выключение, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления. Сенсорного управления нет. Громкость регулируется не на устройстве, с которым Q20i в паре, а громкостью в самих наушниках, за что плюс. На нажатие наушники откликаются быстро и корректно, некоторые команды сопровождаются приятной озвучкой женским голосом на английском языке, управление удобное и интуитивно понятное, повесить другие команды на кнопки нельзя. Летим дальше. Оснащены наушники стандартно 40-мм динамическими драйверами, частотный диапазон от 16 Гц до 40 кГц, сопротивление 16 Ом, Q20i имеет сертификацию HRS Audio, гибридное активное шумоподавление на борту, ANC работает корректно, но разницу между ANC в этой модели и ANC в Q20+, я не заметил. В любом случае, данного активного шумодава хватает для того, чтобы глушить такие посторонние шумы, как звук машин, звук города и не только без вреда для слуха, так как громкость не приходится выкручивать на 100%. Режим прозрачности также есть, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем, что очень удобно, учитывая форм-фактор наушников. Полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, но датчика паузы нет. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. После включения перейдем к автономности. Емкость аккумулятора 720 мАч, как и в Q20+. Полный цикл зарядки наушников занимает 2 часа 10 минут. Время автономной работы по кодеку AAC на 75% громкости в среднем 48 часов, что является хорошим результатом, а по заявлению производителя они могут прослужить и до 60 часов на 60% громкости. С включенным активным шумодавом, конечно же, время автономной работы станет меньше, но незначительно. 5 минут подзарядки дают еще 2 часа 50 минут прослушивания музыки в тех же условиях,
условиях, автовыключение в состоянии бездействия на борту, что хорошо сохраняет заряд аккумулятора, защита от влаги, пыли и воды нету, так что не советую прогуливаться в них под дождем, могут и погибнуть. Далее, приложение, к которому подключаются беспроводные наушники Anker Soundcore Live Q20i, называется Soundcore. Оно доступно на русском языке, интерфейс удобный. На стартовой странице с подключенными наушниками есть заряд аккумулятора, но не в процентах, окошко с переключением режимов шумоподавления. В настройках можно обновить прошивку. Далее есть 22 установки звучания и даже 8-полосный кастомный эквалайзер. Для релакса производитель предоставил режим белый шум, который можно персонализировать под себя. Bluetooth не последней версии 5.0. Из кодеков на борту AAC и SBC никаких кодеков высокой четкости здесь нет. Через одну, как и через две стены, наушники от смартфона, с которыми они в паре, не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка слегка заметна. Но берем кабель и подрубаем их напрямую в вашем смартфоне, если есть мини-джек, или через переходник, и довольствуемся минимальной задержкой. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофонов на борту в общей сумме 4 штуки, отрабатывают они хорошо, голос слышен отчетливо, но с небольшим перегрузом. Примеры в разных условиях вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Soundcore Q20i в движении. И акустика здесь, разумеется, абсолютно не романтичная для того, чтобы что-то там где-то записывать. Вот так вас будут слышать собеседники, если вы будете разговаривать в не предназначенном для разговоров помещении, но с другой стороны без каких-то особых шумов вокруг. То есть по большому счету не самые плохие условия, но и не самые хорошие. Ревибрации здесь и гиги, то есть я готов услышать. И тест микрофонов в лифтах, в лифте. Насколько хорошо они отрабатывают, вы слышите. В целом, по мне, микро достаточно хороши. Но повторяюсь, что лучше, чем разговаривать по смартфону через его основной микрофон, еще пока никто не придумал. Не считая, повторяюсь, шнурков, либо когда у вас наушники с микрофоном выделенным отдельно подходят к источнику, то есть рядом с том. И последний пример работы микрофонов. Разумеется, вы представляете, как громко может быть в аэропорту. И здесь громко, плюс вот сейчас, допустим, рядом с кондиционером я прохожу. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, если вы вдруг абсолютно разумно возьмете полноразмерные наушники в полет на несколько тысяч километров. И в целом сами по себе наушники шумодав отличные, шумоподавление при проигрывании музыки. А по поводу микрофонов решать, как всегда, как говорится, вам. Звучание. Сразу скажу, что персонализировать звучание под свои предпочтения с помощью кастомного эквалайзера можно без проблем, благо наушники откликаются на него корректно. Но, конечно, эквалайзер простенький, да и сами наушники не премиум сегмент. Предустановки звучания настроены хорошо, но я расскажу вам о стоковом звуке. Запас громкости хороший, звучание неплохо сбалансированное, детализации достаточно, бас плотный и довольно мощный, но без лишнего акцента. Высокие звучат отчетливо, середина проработана с достатком. Каши из частот нет, но на высокой громкости есть небольшой дисбаланс по частотам. Звук по кабелю становится более сбалансированным, что неудивительно. Минусы: нет датчиков автопаузы, слегка жестковатое оголовье, не отображается заряд в процентах, а также отнесу к минусам цену, не в период распродаж. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. В принципе, раскупают их довольно быстро, и даже в период сейла они буквально на процентов 15 дешевле. Почему? Потому что вот эти все Q30, Q45, они по звуку не особо сильно отличаются. Даже 45-е. А стоимость отличается довольно сильно. С одной стороны. С другой
стороны, если хотите флагманские модели, нужно покупать флагманские. Не надеяться, что бюджетные модели дадут то же самое, хотя бы по функционалу. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore Live Q20i от Q20 Plus отличаются по большому счету только расположением кнопок, наличие логотипа на чашках и надписями Soundcore вместо Anker. На данный момент на цена Q20i относительно заоблачная. Если выбирать из этих двух моделей, я бы советовал выбрать ту, что дешевле. От меня девайсу однозначное да, но только во время распродаж. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.